Всем привет! Сегодня сравним Pico Neo 3 и Meta Quest 3S. Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации. И разберемся, что лучше купить в 2020 году. Сразу скажу честно, если вам нужен современный, более универсальный VR-шлем на несколько лет вперед, то Quest 3S выглядит сильнее. Но если вам нужен более дешевый вариант, особенно под ПК VR, то Pico Neo 3 все еще не мусор и в некоторых случаях может быть даже выгодным. Сначала по железу. Здесь Quest 3S объективно новее. У него стоит Snapdragon XR2 Gen 2B и 8 ГБ памяти. У Pico Neo 3 Snapdragon XR2 и 6 ГБ оперативки. То есть по чистой мощности и запасу на будущем это лучше. Если говорить прямо, Quest 3S это более свежая платформа, а Pico Neo 3 уже старое железо, которое еще держится без большого запаса на будущие игры и обновления. Теперь про экран и плавность. Тут уже не все так однозначно. У Pico Neo 3 разрешение 3664 на 1920 суммарно, то есть примерно 1832 на 1920 на глаз. У Quest 3S официально тоже 1832 на 1920 на глаз, но оба шлема поддерживают частоту до 120 Гц. Поэтому по сухим цифрам картинка не выглядит как пропасть между поколениями. Нельзя сказать, что Quest 3S просто уничтожает Pico по одному только разрешению. Но есть важный момент по линзам. У Pico Neo 3 линза Френеля. У Quest 3S тоже не панкейк, а устройство попроще, чем полноценный третий Quest. Поэтому если кто-то ждет, что Quest 3S даст какой-то магический скачок именно по оптике, то нет, тут история не про это. Quest 3S это не Quest 3, это надо понимать до покупки. Quest 3S это просто бюджетная версия третьего Quest. По углу обзора разница тоже не выглядит судьбоносной. У Pico Neo 3 заявлен 98 градусов, а у Quest 3S для сравнения устройства указывает примерно 96 градусов по горизонтали и 90 по вертикали. То есть здесь нет такого, что один шлем дает космос, а второй трубу. Разница есть, но она не тянет на главный аргумент при выборе. А он где Quest 3S реально уходит вперед, так это Mixed Reality и Post Route, то есть смешанная реальность и сквозное пространство. И в целом Quest 3S это шлем нового поколения, который сильнее завязан не только на VR, но и на Mixed Reality. Pico Neo 3 это устройство старой школы, там обычный VR, игры, ПК VR, Steam VR. Если вам важны современные фишки поверх реального мира, сквозного пространства и ощущение более новой системы, то Quest 3S здесь заметно сильнее. Теперь самое интересное, ПК VR. Тут Pico Neo 3 еще рано списывают со счетов. На практике многие используют его для Steam VR по воздуху через Streaming Assistant, Pico Connect или Virtual Desktop. Quest 3S тоже умеет ПК VR, либо по кабелю через Meta Horizon Link, либо по Wi-Fi через AirLink. То есть оба шлема подходят для ПК VR, но Quest 3S выглядит современнее и универсальнее, а Pico Neo 3 беру скорее как более дешевый вариант, если хочется зайти в Steam VR без большой переплаты. Я сейчас говорю про свой опыт использования обычного Pico Neo 3 без упора на версию Neo 3 Link с DisplayPort. И вот здесь уже надо говорить честно, если вам нужен шлем прежде всего для автономных игр магазина, новой экосистемы и актуальности на будущее, то в этом случае Quest 3S лучше. Но если же вы в основном сидите в Steam VR, играете с компьютера и хотите просто выжить ПК VR по максимуму, то Pico Neo 3 он все более интересен. В этом сценарии он даже выглядит не как хлам и может быть даже выгоднее. По памяти Quest 3S тоже выглядит приятнее. На странице Meta для Quest 3S указано 8 ГБ встроенной оперативной памяти. А на странице покупки есть версия на 128 и 256 гигабайт хранения. У Pico Neo 3 6 гигабайт оперативки, в основном 256 гигабайт встроенной памяти. То есть по накопителю у Pico все прилично, но по общей платформе Meta все равно современнее. По удобству тут не все так просто. У обычного Pico Neo 3 вес около 673 граммов, а аккумулятор здесь на 5300 мАч. Работает же шлем примерно 2,5 или 3 часа. Контроллеры здесь на двух батарейках АА и хватает их примерно на 8 часов. При этом у Pico Neo 3 батарея расположена сзади, поэтому по ощущениям вес распределен более сбалансированно и на голове он может сидеть комфортнее, чем кажется по сухим цифрам. У Quest 3S вес около 514 граммов, а батареи в среднем хватает на 2,5 часа обычного использования. То есть Quest 3S он легче, но по автономности между ними нет такой гигантской разницы, чтобы только из-за этого брать один шлем вместо другого. По беспроводным возможностям тоже все нормально у обоих. Quest 3S официально поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. У обычного Pico Neo 3 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. То есть беспроводной стриминг есть с обеих сторон, но Meta в целом выглядит более новой платформой. Если говорить честно, для обычного пользователя важнее не сама цифра в характеристиках, а насколько
насколько хороший у него роутер и насколько нормально у него настроен ПК VR. Но еще один важный пункт — это софт и экосистема. Здесь мета побеждает почти вообще без споров. У Quest 3S большая и более живая экосистема, больше игр, выше популярности, в целом больше шансов, что шлем будет актуален дольше, чем Pico Neo 3. Но у Pico, конечно, тоже существует поддержка, она не мертвая. Программа Pico Connect существует и позволяет стримить Steam VR, открывать рабочий стол и использовать компьютер через шлем. То есть поддержка у Pico есть, она не брошена, но все равно по масштабу платформы, по известности и по ощущению будущего мета сильнее. Напомню, что Pico Neo 3 был представлен 10 мая 2021 года, а Meta Quest 3S был анонсирован 25 сентября 2024 года. Сами же продажи начались 15 октября 2024 года. Теперь самый важный вопрос: что же покупать? И тут ответ зависит не от фанатизма, а от цены и сценария. Если же разница в цене между обычным Pico Neo 3 и Quest 3S небольшая, то брать Pico вообще смысла не вижу. Quest 3S объективно современнее, мощнее и безопаснее, как покупка на несколько лет вперед. Но если обычно Pico Neo 3 попадается сильно дешевле и вы понимаете, что вам нужен в первую очередь ПК VR, или вы просто хотите дешево войти в VR, конечно же Pico может быть хорошей покупкой. Лично мой вывод такой, что Quest 3S сейчас в 2026 году и в будущем это лучший выбор почти для всех обычных людей. Он новее, мощнее, интереснее по смешанной реальности. И сам он выглядит как более актуальный шлем в 2026 году. Обычный Pico Neo 3 это уже не универсальный победитель, а вариант под конкретную задачу. Его берут тогда, когда хочется сэкономить и когда нужен рабочий VR шлем без большой переплаты. Во всех остальных случаях Quest 3S выглядит правильнее. Так что, если говорить совсем коротко, то Quest 3S брать как основной современный шлем стоит. Обычный Pico Neo 3 брать только если цена реально вкусная, и вы четко понимаете, зачем он вам нужен. Иначе более старое железо, более слабая экосистема и меньше запас на будущее просто перевесит.